Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Хочу чуть-чуть пробежаться еще по газонокосилке. Люди написали о том, что газонокосилка – это притянутые за уши мощности. В плане китайского двигателя, что Чемпион не соответствует заявленным 4,4 киловатта. Я не буду утверждать обратное, что соответствует, но также я не думаю, что вы открыли какой-то вселенский заговор, и на самом деле там не 4,4 киловатта, а 2,2 киловатта. В сравнении Чемпиона моего и 250-го штиля я разницы в мощности в штиле не заметил, значительной. Она чуть-чуть мощнее, но этого чуть-чуть, вот этих где-то 150-0,15 киловатт, потому что она и по паспорту мощнее. Ну, на подхват она слабее. Второй вопрос задавали мне еще до этого, почему не взял КФТ-2, по-моему, газонокосилка на МТЗ. Ну, самое главное, почему не брал ее. Как только я понял, что обязательно переворачивать руль надо, мне сразу интерес и пропал. Каждый раз, когда понадобится косить, а косить нужно часто, вам потребуется переворачивать руль. Подобная тема меня совершенно не устраивала. Каждый раз руль, каждый раз скидывай тяги. А косить нужно, ну, раз в неделю, если по-хорошему. Так как траву я не убираю, она остается, надо, чтобы косить раз в неделю, чтобы было красиво. Как говорится, чтобы соседи завидовали ухоженности участка. Участок довольно большой, 20 соток скоси. Переворачивать каждый раз мне неинтересно было руль. А потом в случае надобности переверни назад его. Перевернуть руль туда-назад-то недолго, там полчаса времени, но даже эти полчаса не хочется тратить на вот это. Вот, потому ни КФТ-1, ни КФТ-2, если я правильно маркирую косилки от МТЗ, я не рассматривал. Лучше автономная, самоходная. И еще добавлю, что вес мотоблока большой, и в случае, допустим, косьбы после дождя, в какое-то время после дождя, либо, ну, какое-то там мало времени прошло, то мотоблок будет просто оставлять следы, и весь участок рябью покроется от елочки рано или поздно. Газонокосилка весит 45 килограмм, и работа с ней будет в любом случае комфортнее, чем купить КФТ-2, допустим, ту же самую на мотоблок, или КФТ-1. Вот. И цена практически та же. КФТ-2 там 1000 стоит, КФТ-1 стоит 1000, КФТ-2 стоит 1500. Ну, как-то в этом уже абсолютно отпадает смысл вообще тогда связываться с этими косами. Как бы она стоила там 500 рублей, ну, тут уж понятно. А за такие деньги нет. Так, по газонокосилкам я сказал. Двигатель, я не думаю, что там вы раскрыли заговор о том, что там нету мощности заявленной, которая, ну, это как бы не те времена. Это же не развал Союза, когда пришли нам китайские магнитофоны. Люди моего поколения прекрасно помнят. Вот такой магнитофончик, на нем написано 600 Вт мощности, а в реале там 4-5 от силы. То есть сразу дели на 100. На то, что там написано. Китайские ваты, так называемые. Вот оттуда и повелось. Я не думаю, тогда взять вот этот также двигатель. VMA 13 сильно. Что, получается, не 13, это что же китайский двигатель? Не 13 сил, а 9, 6, 5. В чем-то они, возможно, и хитрят, конечно. Я не думаю, что прям тут все в идеале, но я также не думаю, что это настолько глобально, что если там заявлено 4,4, то в реальности там будет 1,8. Ну, пускай там 4,4 заявлено на газонокосилку, я сейчас говорю, ну, будет там 4,3. Потому что это двигатель, опять же, который на газонокосилке стоит и на мотоблоках. Пускай здесь заявлено 13 лошадиных сил, но будет тут 12 лошадиных сил. Все эти заявки, которые указаны вообще на любой технике, они же в идеальных условиях указаны. Это как взять автомобиль с расходом топлива 4 литра на сотню. Ну так это же двигатель, это автомобиль, я так понимаю, едет в какой-то вакуумной трубе без сопротивления воздуха. Там он покажет подобные характеристики. А в реальности они уже немножко будут отличаться. При сопротивлении ветра, влажность воздуха, нагрев асфальта. Там, ну, много факторов всегда влияет на характеристики транспортного средства, двигателя. Ну ладно, все. Короче, в данном ролике я буду регулировать зазоры клапанов. Двигатель
мотоблок у меня со времен посадки моей картошки так и отстоял. Я даже боялся его трогать. Было, ну, не то, что боялся, мне неприятно было. Его начинаешь заводить, и в обратку как даст, блин, это либо трос порву, либо из рук вырывает. Что-то не хочется. Неприятно. Моя деревня, мой населенный пункт, в котором я живу, называется Новополоцк, Витебская область. Оказалось, что в этой деревушке сложно найти, в этом населенном пункте сложно найти щупы. Я их под конец уже нашел, когда уже заказал с интернета с Минска. Но в наличии пробежался там в Полоцке по северному рынку. Все только руками разводили. По каким-то магазинчикам пробежался. Ну, как-то не досконально каждую точку изучал на карте двух городов, Полоцк и Новополоцк. Ну, только в одном месте я уже нашел. И то местные барыги за форсажевские щупы запросили меня 21 рубль. А если заказать с магазина, то было 12. Ну, как говорится, ну, это белорусских рублей, естественно. Как бы задавлю за десятку. Потому заказал и купил. Ну, такую вот купил. Такие щупы. Написано там в рекомендации для профессионального использования. Ну, бог с ним. Насколько они тут профессиональные. Ну, гаечка есть, чтобы ослаблять и вынимать. Будем выставлять зазоры. Двигатель я только что прогрел. Все работы производятся на горячем двигателе, чтобы правильно выставлять зазоры. Сейчас будем... Я этого ни разу не делал. Я даже не знаю, куда там лезть, в какую крышку. Сейчас буду все это на видео производить, ну и постепенно рассказывать. Также еще сделаю регулировку холостого хода. Попросили мне показать это. Надо, не надо. Ну, в общем, сделаю, пускай будет. Привяжу к свечному кабелю датчик свой, наконец-таки, и произведу регулировку холостого хода. Так, куда тут лезть, как бы я знал. Ну, наверное, вот сюда, под эту крышку. Больше вариантов я не вижу, куда тут залезть можно. Я не механизатор, не механик. Этими делами никогда не занимался. В детстве мотоцикла не было. Так что вся работа у меня в первый раз. Так. Любая работа, бы сидя. Свечу надо тоже выкручивать, чтобы узнать положение поршня. Надо будет туда вставлять отвертку. Потому скинем свечу. Погода стоит жаркая. Тенек тут кое-как. Делать ничего не хочется вообще. Май холодный был, сейчас жарко стало. Еще, может, в конце видео прицеплю сцепку по поводу того, что там у меня сцепление само отпадало. Люди писали в комментариях, а я до сих пор не проверил. У меня такое впечатление, что это я сам из-за свободной ходящей сцепки нацепляла рычажок и отключала сцепление. Надо посмотреть, сейчас будет. Этими щупами уже можно и зазор свечной выставлять, что тоже рекомендовалось. 0,8, по-моему. Ну, надо посмотреть. Так, снимаем крышечку. Спасибо, зрители сразу подсказали, почему меня бьет. Почему обратка бьет. Угу. Место назначения было правильным. Все красиво, все в масле. Так, и куда тут что пихать? Вот я этим ни разу не занимался. Что-то коромысло. Верхняя точка, что-то там. Будем глядеть в интернете. Судя по расположению, это получается выпускной клапан, это впускной. Буду выставлять зазоры 0,15, 0,20. Так, теперь нам надо найти верхнюю мертвую точку. Для этого мы берем чистую отвертку, чистую-причистую. Вставляем ее и пробуем найти, я так понимаю, путем вращения стартера. Медленного вращения стартера. В обратку я не могу провернуть. Слушай, можно проще скинуть стартер и ручную туда-сюда выкрутить, чем постоянно в одну сторону. Так и верхнюю точку вечно будешь проворонивать. Попробую скинуть
Стартер. Хотя, может, там и по инструкции так есть, я даже не знаю. Ну, кто инструкции читает? Все. Инструкции читают все. Ну, вот я читал инструкцию и не нашел даже в инструкции по эксплуатации Квейми, я не нашел, какие зазоры надо выставлять. Я так понимаю, они общепринятые, и они их даже не пишут. Или, может, я такой невнимательный, потому что я несколько раз просматривал две инструкции: к инструкцию эксплуатации мотоблока и инструкцию к двигателю Вейма, к своему. В обоих случаях я нашел просто, что... Кстати, да, писал один из зрителей, что это такое, мол, уже надо зазоры регулировать. Что это за мотоблок? Ну, мотоблок и мотоблок. Там написано в течение 20 часов первых. По-моему, там, да, кстати, через 20 часов отрегулировать зазоры. Ну, а что тут такого? Все требует регулировки. Как бы я ничего зазорного в этом не вижу. Надо и надо. Неужели Honda без косяков? И там ничего регулировать не надо. Ну, если так, то, конечно, наверное, хорошо. Хотя как-то один из зрителей писал тоже негатив в сторону Honda. Действительно негатив, либо он его придумал. Этого я уже не знаю. Так, ну вот мы достигли коленвала, точнее шкива. Да, вот так вот надо и выставлять, скинув стартер. И так очень легко найти верхнюю точку мертвую. Ну вот, все. Верхняя точка найдена. Там, где максимальный выпуск отвертки. Дальше мы что-то там делаем дальше. Вопрос, что? Щупами, я так понимаю, проверяем зазоры. Вставляем. У меня эти щупы по десятке. Были еще по 200, но как-то сильно длинные уже. Ну, у меня не влазит. Зазор-то там меньше, чем 0,2. Или я сейчас буду смотреть, может, я что-то не то делаю. Берем 0,15. Так, что-то я не пойму. Что-то я, может, не то делаю. Соответственно, на одном из ресурсов я читал, что мотоблок должен быть прогретым. Теперь мне говорят, мотоблок должен быть холодным. Да каким он должен быть? Если он должен быть холодным, то он холодным. Если горячим, то горячим. Вот я серьезно, я читал, было написано, что должен быть горячим. Сейчас читаю, проследите за тем, чтобы мотоблок был холодным. Вот, а сейчас вот второй ресурс читаю, регулировку производят на прогретом двигателе. Так на каком двигателе они их регулируют? Сейчас мы звонок другу сделаем. Ну, в общем, дорогие зрители, не знаю, что мне делать. Посоветовал Андрюха мне методом научного тыка. Метод научного тыка заключается выставить зазоры на горячую. Собрать, подождать, пока остынет, и попробовать заводить. Если заработает, значит, угадал. Если не заработает, разберем заново и сделаем все на холодную. Сейчас у меня 0,5 щуп не пролазит ни под впускной, ни выпускной клапан. Потому надо отпускать. И сейчас будем выставлять. Тут все красивенько, чистенько. Так и должно оставаться. Угу. Вот как только начинаешь работать, сразу понимание приходит моментально. До этого кажется, что ничего не понятно. Сейчас уже все понятно стало. Выбираем щуп 0,2. Ну вот, 0,2 залазит. Можно чуть-чуть поджать немножко. Я думаю, даже... ну так надо правильнее даже будет сюда его вставить и поджать, пока он не начнет с трудом проходить. Ну вот. Вот на грани, вот она. Двигаем щупом вперед-назад и регулируем гаечкой до момента, пока его под напряжением небольшим находится. И теперь попробовать поджать. Наверное, может даже его внутри оставить надо, чтобы зазор не ушел. Так, позвонил Андрюха.
который уточнил свою информацию у механика. Тот сказал, все-таки надо производить регулировку зазоров клапанов на холодную. И причем даже, чтобы максимально прохладненько было рано утром, когда еще воздух не прогрет. Ну, я так понимаю, где-то в районе 20 градусов, 15-20. Сейчас на улице 25, двигатель у меня нагрет до температуры. Ну, вот я его чувствую тепло, порядка 40 градусов. Ну, вот щуп у меня вынимается. Сейчас стоит 0,2. Это на выпускном. Ну, любой результат является результатом, даже если он неверный. Не совершив ошибок, не научишься. То же самое на впускном делаем 0,15. Ну, вот так вот мы регулируем клапана. Сейчас, наверное, как сказано, с ошибками. Вот он, под коромысло вставляем щуп. Это на впускном 0,15, на выпускном 0,20. И вот я его вынимаю, он под напряжением, ну, небольшим напряжением вынулся. Все, зазоры выставлены на горячую, пускай с ошибками. Выпускной, впускной. 0,2, 0,15. Регулировка холостого хода производится вот этим черненьким пластиковым винтом. Вопрос только, как он регулирует, это другое дело. А я что-то и не пойму, а как он регулирует? Мне сказали, что эта регулировка производится этим винтом. А на что он давит? Только на вот эту заглушку, что ли? Какая интересная игра. Может, он ограничивает движение? Ладно, бог с ним. Сначала закончим одну работу. Сейчас я накину сюда кабель и будем производить регулировку холостого хода. Проверим, насколько моя работа оказалась неудачной. Раз я уже заранее знаю, что только на теплую надо регулировать. Сейчас попробую завести, посмотрим, как меня будет вырывать из рук. Как вообще изменится поведение с такими зазорами. Так. Где наш... Хотел я сначала с бензопилами побаловаться, выставить им холостой ход и максимальные обороты. Но так у меня руки не дошли, и времени нету, и хочу на мотоблок все-таки одеть. Все-таки эту вещицу я покупал для мотоблока, потому всему свое время, успеем еще. А то купил и так и валяется. Как я говорил, там, по-моему, от 5 оборотов надо. Меньше нельзя, больше можно. Можно хоть 10. Точнее, показания будут. Я не помню, или 6 оборотов минимальное количество. Если уменьшаешь, тогда неправильно показания снимает. Это я про тахометр говорю. Кстати, по свече. Где-то я смотрел, зазор свечи должен быть 0,8. Сейчас узнаем. Да. Зазор у свечи 0,7. Надо посмотреть. Может быть 0,8 все-таки надо выставить. Наживим рукой, чтобы, не дай бог, там не закривиться. Так, свечку мы зажали. Дальше одеваем на нее свечной колпачок. А сначала мы наматываем на высоковольтный провод этот, так скажем, дата-кабель, информационный кабель. Сделаю тут максимальное количество витков, сколько у меня получится намотать, чтобы меньше обрезать. Точнее, вообще, чтобы не обрезать. 11. Ну, 11 сделаю. Можно больше, даже 12, 13. Сделаем, это же вейма у нас 13 сильная. Сделаем 13 оборотов, чтобы не ошибиться. Так что вот так вот. Вейма 13, мотайте 13. Не ошибетесь. Как я уже раньше проверял, повторюсь, больше можно, меньше нельзя. Меньше 5. 5-6, ну вот по паспорту там указано 5-6, по-моему, оборотов. Вот их и наматываете. В инструкции в эксплуатации к мотоблоку и в инструкции эксплуатации к двигателю я не нашел информации, на какую надо делать, на холодную либо на горячую надо делать регулировку клапанов. Они сейчас все пытаются уйти в сторону сервисов, чтобы люди не лезли, а только эксплуатировали. Но это такой бред. Это же, ну, как это вообще? Какой сервис? Куда я сейчас его повезу? На какой сервис, к черту? В Минск, что ли? Мне до Минска 250 километров. На какой-то СТО ехать? Ну что, как баран приеду с мотоблоком, блядь, отрегулируйте мне клапана? Уже без мата, блин, не скажешь ничего. Что за глупость вообще? Придумали, блин.
сервисы. Как-то на шиномонтаже стоял, две женщины с коляской подъезжают. Мальчики, не могли бы вы нам колеса заклеить? Там у коляски пневмоколеса пробиты. Ну, пробило колесо. Ну, тебе похихикали там, не-не-не. Ну, это тоже абсурд, ну, с коляской. Как бы, и хочется помочь, но это что же абсурдно. Так, все сделано, все оформлено. Производим запуск. Не, я уже вижу, что бесполезно. На горячую нельзя делать. Зазоры выставляются только на холодную. Я сейчас тяну, он мне не дает завести себя. Клапана неправильно выставлены, вообще никак. Вон, вообще сопротивление жесткое очень. Блядь, страшно, что он веревку мне как вырвет из рук. Блин, боюсь заводить. Вообще. Вот такие дела. Работа оказалась бесполезной. Ждем охлаждения двигателя до уличной температуры. И выставляем зазоры заново. Сразу узнали методом научного тыка, что зазоры выставляются только на холодный двигатель. Вот напишите в интернете, если кто не верит, я даже могу дать адрес начальный сайта, где написано, что зазор выставляется на прогретый двигатель. Сейчас буду снимать и буду час ждать, или сколько тут времени понадобится, чтобы мне выставить зазоры. Ну все, сколько тут, полчасика обождем и начнем процесс заново. Так, ну что, подождал я. На улице 25, двигатель сейчас, 30 максимум. В принципе, рука уже тепла не ощущает. Начнем мы заново регулировку клапанов. Свечу я уже выкрутил. Не сумел ее завести. Скинем клапанную крышку. Не сумел завести мотоблок с регулировкой клапанов на горячую. Вот как сосед-механизатор говорит, регулировка клапанов производится на среднюю температуру, но это на тракторах больших. Но он говорит, я зазоры себя даже на глаз выставляю без щупа. Ну, возможно. Так, клапанную крышку скинули. Находим верхнее положение впуска, когда клапана без напряжения. Ну, выше уже некуда. Они свободно болтаются. Смотрим зазоры, какие получились на выпуске. Должно быть. Но я так подозреваю, что если на холодную должно быть, я не знаю, на холодную это плюс 10, что ли? 0,20, 0,15. То, как писал один человек, 0,1, 0,15 он ставил. Ну, это, я так понимаю, может быть в теплую погоду 0,1, 0,15, а в холодную это станет 0,20, 0,15. И тут вообще не 0,20, тут сейчас оно мне стало не 0,20 уже, а 0,20, 0,30, наверное, стало. Сейчас даже проверю. Если до этого было 0,20, а сейчас, похоже, 0,40. Потому и клапана у меня, потому и завести, наверное, не сумел с такими зазорами. Ой, ёпта. 0,40 свободно, даже уже искать не хочу. Ну ладно, ради эксперимента. Вот беру 0,7. 0,7. На горячую ставил 0,20, а по итогу стало 0,7. Но не попробовав, не узнаешь. Потому берем и заново регулируем. Ослабляем гаечку, контрагаечку. Не 0,7 выставляем, а 0,20. Такое чувство, что чуть ли не 0,15 надо ставить. Действительно, 0,1 и 0,15. Ну, попробуем. Сначала поставим, ну, вот, похоже. Да, интересно. Все это интересно.
пролазит. Все. Нажимаем. Контрольная проверка. Пойдет. Век живи, век учись. Даже интересно стало все это теперь. Когда начал понимать, что происходит, становится еще более интересно с этим заниматься. Щупы фирмы Top Tool. Там разные, 20-сантиметровые, эти 10-сантиметровые. Но 20 здесь бессмысленно, это какие-то, ну, другого типа применения. Тут этих за глаза. Надо смотреть только что. Ну, вот я ковырялся долго, форсовские были, форс фирмы, и Top Tool. Ну, Top Tool, как читается правильно. Я вот дзынькал, ну, где сталь лучше, где она более износостойкая. Вот эти чуть дороже, чем форсовские, там на 4 рубля. И по ощущениям, на 100 рублей где-то российских. И по ощущениям, как будто вот чуть-чуть, вот они как будто вот металл более подготовленный. Надеюсь, они больше проходят. Хотя я не думаю, что тут надо постоянно это делать. Ну, где-то так. Попробуем поджать, еще раз проверить. И что-то многовато. Может, кому плохо видно. Сейчас покажу я, как я делаю поближе. Вот так. Засовываю и не залазит туда. Немножко отжимаю, пока не сильно законтрагаю. Еще раз проверяю. Тоже не получается. Все-таки немножко контрагать отпустить. И больше отпустить и до этого. Отжимаем, проверяем. Не хочется. Опять не хочется. Еще не сильно законтрагаяно, потому я могу начать отпускать это. Ну вот она, все. Стало свободно ходить. С небольшим напряжением, чуть-чуть. Можно теперь уже законтрагаять сильно. Контрольная проверка. Так, все. Насколько сейчас проверим. Может быть, надо выставить все-таки, как я уже говорил, 0,1, 0,15. Сейчас выставлено 0,15, 0,20. Выпускной, впускной. Устанавливаем клапанную крышку. Резиночку аккуратненько проверяем, чтобы везде на месте было. Так, все. Свечку на место. Так, фильтры я не буду сейчас одевать, смысла нету. Сначала проверю, заводится ли он вообще. Или опять у меня зазоры неправильные. Я не знаю, кто сталкивался с обратным ударом. Это, блин, реально неприятно. Страшно заводить мотоблок. Не хочется получить по руке. Да и сломать не хочется ничего. Кстати, кто хочет купить такой мотоблок, не торопитесь отдавать барыгам деньги. Зритель написал, что купил, стоял 2 или 3 недели в очереди, купил у официалов за 3,550, что-то такое, 13-сильную ВИМ. Цена шикарная. Я даже не знал, что такие до сих пор есть. Такие магазины, как 21 век, или там Андрюха с Гродненщины скидывал фотографию 5200. Вообще поохреневали все уже. Так, все подключено, воздухозаборник закрыт. Так, все. Что ж, пробуем заводить. Как вы видите, без напряжения с полтычка. Вообще шикарно. Если до этого я не мог даже стартер сорвать с места, такие зазоры огромные были.
зазоры клапанов только на прохладный двигатель. При минусовой температуре не знаю, но вот сейчас на улице плюс 25, на нем было где-то плюс 30, плюс-минус там. Но я тепла уже не ощущал руками. Все отрегулировал, теперь все отлично. Удара не было, хотя при холодном пуске меня вырывало из рук. Сейчас еще раз попробую завести. Все отлично, все прекрасно просто, блин. Мечта, как новый стал. Такие вот дела. Мотоблок мой снова в строю. В настройках, насколько я помню, надо выставить 1P, 1R. Так, теперь заведем мотоблок и посмотрим. Номинальная частота вращения в режиме холостого хода 1400 плюс-минус 150-200 оборотов в минуту. Делаем по тахометру 1400, ну а дальше уже в зависимости. Сейчас он на прогретом состоянии будет, буду выставлять 1400. Регулировка производится с помощью черненького винтика, сейчас я покажу ближе, и буду держать тахометр. Ну так, с помощью современных приборов клапана отрегулировали. Выставил с помощью черненького винтика, который над карбюратором. Это и есть пластиковый черный винт, это и есть регулятор холостого хода. 1400 выставить с помощью его невозможно. Вы видели, либо выдает 1560, либо 1320. Ну, я решил чуть-чуть меньше сделать. Ну, там еле-еле тронешь, тут же меняется значение. То есть оно такое на грани. Плюс-минус 200 как раз получается. 1400, это 1200 и 1600. Ну, вот так. Также я обратил внимание, что когда уменьшил газ, 2000 оборотов все надержалось. Оказывается, тросик газа уперся. Просто вот этот тросик газа уперся в какую-то металлическую часть и не давал лапки назад вернуться. Вот. Ну, в остальном все отлично. Насчет заводки вообще прекрасно. Со страхом дергал, думал, сейчас даст. Не, нормально, все отлично. Так что имейте в виду, регулировку делаем на холодную, не на минусовой температуре, а на плюсовой, плюс 20 вообще, ну, наверное, будет отлично. Но даже сейчас, вот в тот момент, когда вот собирается оно сорваться, вот когда ты тянешь, и она вот в момент зажигания происходит, самая детонация, а ты еще не до конца, как вам сказать, ну вот кто заводил, тот знает. В момент, когда хотелось бы ударить по рукам, он заводится, и все становится хорошо. А до этого на полдороги тянешь, и он из рук вырывает. Ну, не хочется подходить и заводить его даже. Сейчас все выставил, все просто динька, как молодой. Куда крепить тахометр, не знаю. Провод надо реально укорачивать и закреплять его где-нибудь. Может быть, на баке с какой-то стороны. Скорее всего, где-нибудь на баке проводом обойти вокруг. На руль его нет смысла выводить. На бак, на коробку куда-нибудь. По количеству намоток я сказал, что можно больше, меньше нельзя, чем указано в паспорте. Ну, на этом все. Все, больше затягивать нечего и говорить больше не о чем. Все, если что, спрашивайте, подскажу. Те, кто не сталкивался с этим еще. Вот так я реализовал тахометр. Проводка жалко было обрезать много. Намотал на свечной провод под воздушным фильтром. Обвел пришел помощник мой. Вот. Обвел проводом вокруг стартера. Здесь такие полости. Сюда провод зашел и вышел как раз на... Сюда наклеил. Обезжирил. Там в комплекте был двухсторонний скотч.
Двухсторонний скотч на него наклеил, обезжирился, в общем, предел. Насколько удержится, не знаю, тут такая, как ее назвать, ну, как ее, господи, как ее называют, залипа. Тут залипа, вот двухсторонний скотч. Насколько она удержится, не знаю, но пока будет держаться, скорее всего. Если что, можно еще как-нибудь на кронштейн. А вообще, с другой стороны бака, здесь есть кронштейн, отверстие свободное от чего-то. Можно реализовать через оплетку как-нибудь, все это придумать. Ну, в общем, так. Пока что будет так стоять. Насколько удержится, будем наблюдать.